Главный тезис скептиков в отношении искусственного интеллекта сегодня звучит так. Зарабатывает здесь только Nvidia, а триллионные траты бигтехов на сервера, на чипы, на охлаждение – это очередная золотая лихорадка без реальной отдачи. Я вам отвечу, что это миф. Пока львиная часть инвесторов боятся лопнувшего пузыря, закрытые отчеты инвестиционных банков говорят о том, что экономика искусственного интеллекта сошлась уже далеко за пределами обычного производства чипов. И продукты приносят разработчикам уже более 40% всей выручки, а маржа софта уверенно стремится к 60%. И в этом видео мы разберем все три уровня от инфраструктуры до классического бизнеса, которые уже генерируют миллиардную отдачу. А также назовем конкретные компании, которые, на наш взгляд, станут ключевыми бенефициарами нового суперцикла в искусственном интеллекте. Поехали! Чтобы понять, почему на рынке сейчас столько споров, достаточно взглянуть лишь на одну цифру. Согласно свежим прогнозам Goldman Sachs, только в 2026 году 5 крупнейших облачных гигантов – это Amazon, Google, Microsoft, Meta и Oracle – потратят на инфраструктуру почти 800 миллиардов долларов, а уже в следующем году инвестиции перевалят за 1,1 триллиона. Чтобы вы понимали масштаб, это около 3% всего ВВП Соединенных Штатов. А в истории американской экономики сопоставимые объемы капитала единовременно вливались лишь дважды. Первый – это во времена прокладки железных дорог в XIX веке, и второй – это при масштабной электрификации страны. И именно эти астрономические цифры пугают аналитиков Уолл-стрит. Скепсис инвесторов строится не на пустом месте, а на двух очень тревожных факторах. Первый – это колоссальный кассовый разрыв. Закупка чипов и стройка дата-центров буквально сжигает свободный денежный поток бигтехов. Во втором квартале текущего года при чистой прибыли почти в 600 миллиардов долларов свободный денежный поток гигантов составил всего 169 миллиардов. То есть разрыв составил 430 миллиардов. Чтобы продолжать эту гонку, корпорациям приходится залезать в долги, а также проводить доп. Эмиссию акций, тем самым размывая оценку текущих акционеров. Второй фактор – это отсутствие сиюминутной отдачи. Если взять весь индекс S&P 500, то из сотен компаний, которые на созвонах с инвесторами хвастаются внедрением искусственного интеллекта, лишь каждая десятая смогла хоть как-то оцифровать его влияние на процессы. А прямое влияние на чистую прибыль смогли подтвердить лишь только 2% участников рынка. Ну и неудивительно, что многие начинают говорить о пузыре доткомов номер 2. Но если заглянуть под капот финансовой отчетности и посмотреть на широкий спектр компаний, особенно в непубличном секторе, то на самом деле открывается абсолютно иная картинка. На самом деле экономика ИИ работает, и прибыль неравномерно распределяется по 3 абсолютно разным уровням компаний. Давайте начнем с первого. Это те компании, которые строят фундамент и забирают львиную долю ликвидности. И перед тем, как мы перейдем к цифрам и разберем, кто на самом деле снимает все сливки с гонки искусственного интеллекта, обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, ведь мы регулярно выпускаем фундаментальный разбор рынков на основе закрытых отчетов ведущих инвестиционных банков и венчурных фондов. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать все наши следующие выпуски. Итак, первый уровень монетизации – это фундамент искусственного интеллекта, а именно облачные гиганты и инфраструктура. Инвесторы опасаются, что огромные дата-центры не окупятся и превратятся в мертвый груз, либо будут менее доходными на длинном горизонте. Но отчетность компаний за второй квартал доказывает ровно обратное. Посмотрите на динамику облачных доходов. Например, у Google Cloud они выросли на рекордные 82% год к году, а у Microsoft Azure на 43%, а у Amazon Web Services на 37%. То есть по факту любые новые серверные мощности монетизируются вообще просто моментально. Кроме того, с каждой квартальной отчетностью мы наблюдаем
что спрос все больше и больше опережает предложение. И самое главное, нужно понимать, что это не разовые покупки, а клиенты, они просто выстраиваются в очередь и подписывают многолетние контракты на вот аренду этих вычислительных мощностей. Для этого нужно смотреть на совокупный портфель невыполненных заказов, так называемый бэклог. Например, только у Google Cloud и AWS он достиг 832 миллиарда долларов. Это вообще просто колоссальная цифра. Для понимания, всего полгода назад он составлял 350 миллиардов. У одного только AWS этот показатель за год вырос почти в 2,5 раза. Помимо растущей выручки, нужно обязательно смотреть на окупаемость оборудования. И, например, Amazon прямо заявляет, что их инвестиции в сервера и сетевую инфраструктуру со сроком службы 5-6 лет полностью окупаются менее чем за 3 года. А сами здания дата-центров будут служить компании более 30 лет. То есть инвестиции бигтехов окупаются достаточно быстро и прогнозируемо. В итоге мы наблюдаем, как инфраструктурные компании уже сегодня забирают львиную долю денег на рынке. Из всего роста прибылей компаний индекса S&P 500 треть обеспечивают именно инфраструктурные компании, ориентированные на искусственный интеллект. Но если с продавцами железа и вот облачным бизнесом все более-менее понятно, то возникает вполне закономерный вопрос, а что происходит на следующем уровне? Это вот те, кто создает конечный продукт, софт и приложения. Долгое время противники искусственного интеллекта говорили, что подобные продукты никогда не станут прибыльными, просто потому что стоимость вычислительных мощностей съедает всю потенциальную прибыль компании. То есть у вас есть продукт, его готовы покупать, например, за $50, но вы тратите 100. Однако масштабное исследование фонда Iconic Growth, в рамках которого опросили директоров более 300 софтверных компаний, проливает свет на вот данную ситуацию. Во-первых, искусственный интеллект превратился из модной игрушки в реальный источник денег. Если в 2025 году и продукты приносили технологическим компаниям около 32% выручки, то сегодня это уже 42%. А к 2027 году ИИ будет генерировать больше половины всех доходов. Во-вторых, за последний год 2/3 ИИ-компаний смогли существенно снизить стоимость каждого отдельного запроса к нейросетям. Здесь достаточно простой секрет – это умная маршрутизация, то есть простые и рутинные задачи компании отправляют на дешевые открытые модели, а сложные – в топовые нейросети. В-третьих, маржинальный сектор стремительно растет, и скептики предрекали отсутствие прибыли, но по факту валовая маржа ИИ разработчиков выросла до 53% в 2026 году, а по прогнозам она и дальше будет расти. То есть на единицу вырученных денег все больше долларов будет уходить именно в прибыль. Ну и, наконец, кардинально в принципе изменилась сама модель монетизации. Когда-то компании зарабатывали деньги на продаже бессрочных лицензий на вот свои продукты. То есть, если вы хотите обновиться на новую версию, вам нужно покупать новую лицензию. Если не хочешь платить, дальше пользуйся старой версией своего приложения. Потом компании перешли на сервис по подписке. То есть вы всегда используете актуальную версию продукта, но платите ежемесячную или ежегодную подписку за каждое рабочее место. Но продавать софт по подписке за рабочее место под конкретного сотрудника больше не является рабочей схемой, потому что ИИ сокращает штат компаний, и покупать подписки просто не для кого. Поэтому сектор массово переходит на модель оплаты за фактическое потребление или за конкретно полученный результат. И самое главное, 84% ИИ-компаний успешно перекладывают все эти издержки на клиентов. То есть они могут сохранять высокую маржинальность. То есть разработчики софта, они не просто выжили, они перестроили бизнес-модель и стали генерировать сверхприбыль. В нашем телеграм-канале мы собрали полную картинку ИИ-рынка в отдельный пост. Там мы опубликовали список из более чем 18 конкретных компаний сразу в 6 ключевых сегментах. От дефицитной памяти и просевшего софта до скрытых китайских бенефициаров. Поэтому переходите по ссылке
в описании, сохраняйте себе пост и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. А мы переходим к третьему уровню. Ну а теперь мы добрались до самого важного, это классический бизнес, который покупает и внедряет этот софт в реальную экономику. Ключевой вопрос заключается в том, могут ли компании использовать ИИ-софт и тем самым снижать издержки и при этом увеличивать эффективность каждого отдельного сотрудника. Давайте с вами посмотрим на цифры. Согласно исследованию Stanford AI Index, продуктивность в разработке программного обеспечения и поддержка клиентов выросла в диапазоне от 14 до 26%. Опросы фонда Iconic дают еще более сильные данные. В быстрорастущих компаниях продуктивность программистов благодаря ИИ подскочила почти на 50%, а в дизайне и аналитике на 40%. В итоге показатели выручки на одного штатного сотрудника компании, внедряющих ИИ, буквально вообще улетает в космос. С 270 тысяч долларов в 2025 году до прогнозируемых 500 тысяч к 2027 году. То есть выработка должна удвоиться за 2 года. И здесь есть обратная сторона, которая напрямую снижает издержки бизнеса. 78% корпораций уже официально пересматривают свои планы по найму и отказываются от базовых позиций типа джуниоров и заменяют их автономными ИИ-агентами. Вот что говорят цифры из отчетов гигантов реального сектора. Например, возьмем с вами компанию Verizon. Это один из крупнейших операторов связи в США. За счет ИИ-оптимизации работы своих сетей компания сэкономила 200 миллионов долларов только на электроэнергии. При этом 85% проблем клиентов их ИИ-системы решают автоматически еще до того, как человек заметит сбой. Другая компания – это Republic Services, гигант в сфере сбора отходов и экоуслуг. Они задействовали ИИ для обработки 11 миллионов клиентских звонков в год. Результат – это 100 миллионов долларов чистой ежегодной экономии к 2028 году. Ну и третий пример – это энергетический холдинг Edison International. С помощью искусственного интеллекта, анализа данных, они всего за пару месяцев нашли неучтенные утечки и вернули 25 миллионов долларов упущенной выручки. И подобных примеров в корпоративном секторе сегодня просто десятки, сотни и тысячи. То есть для традиционного бизнеса искусственный интеллект – это уже не эксперимент, а реальный инструмент, который генерирует сотни миллионов долларов чистой экономии. Таким образом, индустрия искусственного интеллекта окончательно перестала быть исключительно венчурным экспериментом. Сегодня мы наблюдаем фундаментальный суперцикл перераспределения глобальной прибыли. Поэтому по-настоящему важный вопрос заключается в том, чтобы объединить все 3 упомянутых выше уровня монетизации искусственного интеллекта и превратить эту аналитику в конкретные инвестиционные решения для вашего портфеля. Чтобы монетизировать этот тренд в портфеле, мы разделяем капитал на 4 целевые корзины. Первое – это фундаментальное ядро бигтехов: Microsoft, Google, Amazon и Meta. Это главные держатели облаков, которые забирают почти весь прямой поток выручки. Второе – это полупроводники и фабрики-производители чипов. NVIDIA и Taiwan Semiconductor, а также лидеры кастомных решений и сетевой архитектуры. Это Broadcom и Marvell. Третий блок – это память высокого разрешения. Это самый на текущий момент дефицитный сегмент рынка. Без скоростной памяти HBM серверы просто не работают. Здесь нашими фаворитами остаются Micron, SK Hynix и Samsung. Ну и четвертый блок – это корпоративный софт на просадке. То есть паника вокруг смерти софта создала уникальную точку входа. Мы подбираем ключевых игроков корпоративного софта, которые интегрируют ИИ в рабочие процессы клиентов. Это такие компании, как ServiceNow, Snowflake, Cloudflare и Rubrik. При этом важно помнить, что даже самые перспективные ИИ-тренды требуют жесткого риск-менеджмента и балансировки долей в портфеле. Если вы хотите объективно оценить структуру ваших активов, проверить текущие позиции на устойчивость к рыночным рискам и увидеть
скрытые точки роста, обязательно записывайтесь на диагностическую сессию к нашей аналитической команде. Мы прогоним ваш портфель через краш-тесты в нашем терминале Bloomberg и поможем выстроить сбалансированную стратегию под текущий цикл рынка. Ссылка на запись прямо в описании под нашим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем выпуске.